Как мы все прекрасно понимаем, нам для того, чтобы сделать пунический воск, необходимо из обычного воска. Вот у меня есть вот такой вот брикет воска. Нашкрябываю очень тонкие вот такие вот лоскутки, не знаю, как их назвать, но мне очень удобно работать именно с такими восковыми заготовками, потому что они быстрее плавятся, быстрее имеют большую поверхность, быстрее взаимодействуют, в нашем случае, с щелочью. Итак, что нам потребуется для того, чтобы создать пунический воск из обычного пчелиного воска? Вот он только что натерт, я натираю вот такой штукой, просто стесываю воск. Что нам потребуется? Нам потребуется, во-первых, сам воск, во-вторых, морская соль. Обязательно. Я беру не йодированную, потому что во времена пунийцев йодированной соли не было. Они использовали морскую воду с глубины, а значит очень соленая. Нам для этого потребуется обычная морская пищевая соль. Вот, дальше нам потребуется щелок. Я его залил вот в такие бутылочки. Как раз сейчас мы будем в нем омыливать вот этот самый воск и холодная вода. В общем, все у нас есть. Берем водички, заливаем туда щелок. В общем, сейчас я буду вам показывать, как и что я делаю. Так, открываем щелок, наливаем. Итак, мы берем подготовленный воск, вода, концентрат щелока. Я включил ускоренную перемотку для того, чтобы все процедуры, они длительные, чтобы можно было их быстрее увидеть. В общем, что надо делать, чтобы получить пунический воск, так как это делали древние греки. Нам необходимо взять очень соленую воду со дна. Ну, в принципе, вот морская соль подходит для этой цели. Я добавляю соль ложкой, добавляю воду, потому что я на улице, мне не очень удобно было мешать воду в горячей воде, соленую добавлять. Ну, в общем, принцип такой. Мы омыливаем воск сначала в щелоке. Вот. А когда он омыливается, он растворяется. И молекулы как бы разъединяются. Дальше мы добавляем очень соленую воду и опять доводим до кипения. В этом процессе, в это время воск реагирует с солями и образуются так называемые металлические мыла, которые дальше уже не реагируют с щелочью. Вот. После этого мы добавляем лимон именно для того, чтобы нейтрализовать уже щелочь в самом воске, потому что воск, когда застывает, у него внутри пузырьков сохраняется вот эта вода. И чтобы в этих пузырьках не сохранилась щелочь, мы должны нейтрализовать ее лимоном. Мы лимоном нейтрализуем, дальше заливаем в холодную воду, причем обязательно в холодную, чтобы воск резко сжался. Когда воск резко сжимается, он уже в себя ничего не впитывает. Мы знаем, что воск вроде как абсорбент, и когда он стынет, он может в себя впитать что-то. Наша же задача, чтобы он ничего лишнего в себя не впитал. Поэтому мы льем в холодную воду, там он резко схватывается, и заново проделываем процедуру. Итак, процедуру мы такую проделываем 5 раз к ряду, одна за другой, как вы видите, именно для того, чтобы прореагировало максимальное количество молекул воска с солями. Вот мы заменяем воду на холодную и опять повторяем ту же самую процедуру. Растворяем в щелоке, доводим до кипения, потом добавляем соленую воду, ну либо соль с водой, опять доводим до кипения, потом выжимаем туда сок одного лимона каждый раз, потому что сока нужно много,
И мы видим, что если пузырьки уже не выделяются, значит щелочь нейтрализована. Мы можем уже этот воск полученный вытаскивать и, соответственно, приходить к следующей процедуре, подходить. Почему такая уверенность, что это правильный метод? Потому что у древних греков, так как все готовили на кострах, на огне, было огромное количество золы. Они прекрасно знали о том, что такое щелок. Известно, что у них был поташ. И, соответственно, современной нашей соды у них могло не быть. Хотя кто-то говорит, что они использовали нитрум, но это уже поздние греки, а ранние использовали поташ. Так поташ это и есть выпаренное вот это вот выпаренный щелок. Дальше. У них лимоны были постоянно. Все-таки Греция есть Греция, зимний сезон у них навалом лимонов. Этот тип кислоты, он доступен, и они его использовали наверняка для того, чтобы нейтрализовать щелочь. Соль, морская соль и морская вода была у них в изобилии. Все это наводит на размышления о том, что таким простым путем они могли получать необходимое вещество, отвердевать воск тем, что было у них под руками и в доступе. Соответственно, я предлагаю вам этот метод, чтобы вы могли в любое время приготовить себе пунический воск, обладающий очень хорошими качествами, защитой от щелочей и большей температурой плавления. Вот. И гарантия того, что здесь ничего не подмешалось, это то, что мы не используем никакие химические вещества, мы не используем лимонную кислоту, потому что она химически производится, значит там есть добавки какие-то лишние. Вот. Мы берем морскую соль выпаренную пищевую, тоже с гарантией того, что никто туда ничего лишнего не засунул. Мы используем щелок, приготовленный из собственной золы, из собственных дров, в данном случае березовый, и она действительно растворяет воск. Вы видите, это красиво. Тот самый воск, о котором писали Плиний и еще ряд историков. Тот самый воск, секрет которого знали греки, но, как оказалось, далеко не все греки знали секрет этого воска. Владели этим секретом не все, что удивительно, потому что портреты, дошедшие до нашего времени, фаюмские портреты, они, естественно, у них и даты разные. И получается, что не все фаюмские портреты были выполнены с применением правильных технологий изготовления воска. Химический состав, во-первых, разнится, поэтому можно предположить, что не все его делали правильно. Ну и, соответственно, сохранность фаюмских портретов иногда страдает из-за того, что они были сделаны не совсем так, что ли. Ну вот мы получили воск. После этого мы его опустим на 3 дня в 3% перекись водорода. Он выбелится там. То же самое, можно положить его на солнце, оставить его на улице, прикрыть сверху там целлофанкой какой-нибудь или марлей. И он за неделю или за 2 недели выбелится, высохнет и тоже, как в перекиси водорода, приобретет такой светло-серый оттенок. И вот эта желтизна, она уйдет. Ее не будет. К вопросу выбеливания пунического воска перекисью водорода. Вот воск пролежал в перекиси водорода 4 дня. Я думаю, что его можно там держать сколько угодно долго, потому что чем дольше он там находится, тем больше он вступает в реакцию с перекисью и выбеливается. Пока потенциал перекиси не исчерпается. Вот. Какой подвох есть? Если оставлять крупные куски, то при разламывании вот таких вот кусочков мы обнаруживаем внутри желтизну. То есть реакция вглубь этих кусочков не проходит. Соответственно,
Выбеливать пунический воск необходимо, доведя его до вот такого вот состояния порошка. И тогда мы получим белый чистый пунический воск.